полуфинал мужского олимпийского волейбольного турнира. Разве тут нужны еще какие-то лишние слова? Статус этого события прекрасно позволяет обходиться и без них. Польша-США и Италия-Франция. Я вам расскажу все самое интересное, что происходило в этих сражениях. С вас, как обычно, лайки и подписка на канал, а с меня свежие новости с Олимпийского корта в Париже. Мужские матчи плей-офф не перестают удивлять. Каждый раз, включая поединок, ты уже не веришь, что что-то может тебя поразить. Но каждый раз эти парни умудряются дать джазу. Очередной 5-сетовый триллер, который войдет в историю. Если спросите, как должны выглядеть матчи плей-офф, то только так. Середина первого сета полностью осталась за поляками, и казалось, что в концовке проблем не возникнет. Несмотря на то, что они вели 24-20, они смогли реализовать сетбол лишь на последней попытке 25-23. И похожий сценарий мы увидим еще чуть позже. Во втором игровом отрезке уже таких роскошных гандикапов в концовке мы не увидели, хотя США достаточно уверенно двигались по этому сету. Тем не менее, таких драматичных переворотов уже не было. 27-25 США сравнивает счет в полуфинале. А вот третий сет мог стать катастрофой для Польши. Они начали проваливаться в середине сета, и вдобавок к этому, ударившись в Януша, Заторский получает серьезную травму плеча. Но с учетом, что других либеро у поляков не было, ему пришлось продолжить матч. И, забегая немного вперед, он его доиграл полностью. Но третий сет Польша разгромно проиграла, американцы победили 25-14. Похоже, что после такого разгрома игроки США посчитали, что уже все в этом матче ясно, и можно, не прикладывая особых усилий, добыть путевку в финал. Поляки, в свою очередь, их точку зрения не разделили и вырвали концовку сета себе 25-23. Нас ждал тайбрейк. А вот в пятом сете и повторился сценарий, про который я говорил в начале. Польша уверенно двигалась по решающему игровому отрезку и вышла на 4 сетбола, которые в этот раз уже имели более высокий статус. Американцы также пытались спастись и были в шаге от спасения, но так же, как и в первом случае, уступили 13-15. Польша пробивается в финал. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Теперь перейдем к более подробному разбору этого события. В первую очередь отмечу, что этот поединок стал крайне болезненным для Польши. Травму плеча получил Заторский, затем начались проблемы со спиной у Януша, а во время яркого празднования Форнал чуть не сломал шею Леону. А это все на фоне того, что в этом полуфинале отсутствовал Беннек из-за травмы голеностопа. Надеюсь, они подойдут в оптимальной форме к финальному матчу. Как обычно, хочется отметить Томаша, который еще раз продемонстрировал ключевую роль в игре своей команды. Ничего нового, что я говорил до этого, я сказать не смогу, просто хочется отметить его неоценимый вклад. А вот его коллега по амплуа из сборной США Де Фалко выглядел крайне необычно. Абсолютно никаких эмоций, отреченность от происходящего и, как итог, далеко не лучшего выступления. Поэтому Ти-Джей был заменен на Джешки. Томас, в свою очередь, классно смотрелся после выхода, но эффективности его атак не хватило США, чтобы доделать начатое в четвертом сете. Атака в сетку во время пайпа, который он проводил без блока соперника, пусть изначально и не казалась важной, но после это определенно сказалось на результате. В отличие от четвертьфинала, в этом матче Рассел смог взять себя в руки и был безумно стабилен. И также великолепен был Андерсон. И на двух этих исполнителях по большому счету и держались американцы в самые напряженные моменты. Что меня удивило, что даже Кристенсен, который является оплотом стабильности и примером лидера, в пятом сете уже начал допускать ошибки, которые также повлияли на итоговый результат. Плей-офф Олимпийских игр может надломить даже самых великих атлетов. Кого не получилось сломать, так это Курика. Несмотря на низкую эффективность в атаке, польский капитан продолжал сохранять уверенность в своих силах, и связующие прекрасно это чувствовали и доверяли ему мячи даже в самых трудных и напряженных ситуациях. Похоже, сезоны, проведенные в Японии, не прошли для Курика даром. С учетом важности его фигуры в Wolf Dogs, там он всегда был под пристальным вниманием блока, и лишь ему доверяли атаки в концовках. И нередко Барташ выходил победителем из этих сражений. Леон в этом матче, если честно, меня поразил. Невзирая на любые трудности, он отлично проявлял лидерские качества. Он не просто был поддержкой для партнеров, но и оплотом надежности. Связующие, как и в случае с Куриком, не переживали, что игрок их может подвести. О чем свидетельствовали 3 подряд передачи на матчболе для Польши, хотя первый до мяча он проиграл. Вильфредо и стал самым результативным игроком этого матча, записав себе в актив 26 очков. Статистика остальных участников этой баталии по традиции находится на ваших экранах. Несмотря на безумный путь Италии и Франции к полуфиналу, их матч нам не подарил каких-то шокирующих сюжетных событий. Концовки каждый раз оставались за французами, а третий сет и вовсе остался без внятной борьбы.
Хозяева, а в особенности Нгапет, решили отказаться от проявления негативных эмоций, и все свои успешные моменты они направляли в трибуны, откуда они получали обратный заряд энергии. И эта синергия настолько бросалась в глаза, что ее просто невозможно было не заметить. Францию можно сравнить со снежным комом. Пусть она и начинает достаточно невнятно, и пусть ее путь может быстро прерваться, но чем ближе финальные матчи турнира, тем больше этот ком. Остановить его уже практически нереально, и он начинает укатывать все, что попадается ему на пути. Уникальная команда. Выдающийся матч провел Гребенников. Если по поводу каждой волейбольной позиции идут нерешенные споры, а кто же лучше, то с либеро уже очень давно все ясно, и французский волшебник продолжает держать свою недостижимую марку. А вот Джанелли в этом сезоне точно выпадает из борьбы за звание лучшего связующего. Он проиграл личное противостояние Сиките, но там все перекрыла безумная серия подач в третьем сете, а Бризару в полуфинале уже ответить ничем не получилось. Антуан сегодня был безумно хладнокровен, шикарный темп игры, оправданный риск и абсолютное спокойствие. Его не сильно волновало, что происходило в предыдущем розыгрыше, и если он уверен, что сейчас нужно отдать передачу именно этому исполнителю, то он ее отдавал, пусть до этого он и проиграл несколько мячей. Нгапет к финалу также продолжает набирать обороты. В сборной это действительно совершенно другой человек. Пока его команда бьется за второе подряд олимпийское золото, Эрвин определенно нацелился на второе подряд MVP. Но у него в этот раз есть очень серьезный конкурент в лице Клевино. Тревор, как в фильме «Горец», забирает силу у поверженного соперника, так что боюсь, какой перформанс он сможет выдать в финале. Безумный матч от французского доигровщика. Откровенно провальный поединок с точки зрения атаки провел Микелетто. Он реализовал всего лишь 2 мяча, что катастрофически мало для такого матча. Ди Джорджи даже пытался идти ва-банк и выпускать Порро, и если бы не полетевшая подача, то Алессандро могли бы заменить и раньше. После матча с Японией я до финального свистка ждал каких-то чудес от Италии, но их не произошло. 25-20, 25-21, 25-21 сборная Франции второй раз подряд врывается в финал Олимпийских игр. Самым результативным игроком матча стал Тревор Клевино. Французский доигровщик набрал 17 очков. Статистика остальных исполнителей сейчас находится на экранах ваших устройств. По итогу 9 августа США и Италия разыграют бронзу, а 10 августа Франция и Польша поборются за золото. Делитесь вашим мнением касательно этих противостояний. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.